Привет, друзья! С вами, как всегда, Эва. И Виталий, привет! Сегодня мы будем готовить традиционный азербайджанский плов. Традиционный, потому что это по рецептам традиционным нашим семейным. Поэтому мы его называем традиционный азербайджанский плов. Да. А обычно, когда говорят плов, на ум приходит плов узбекский. Это рис с мясом, как правило, баранины, обязательной морковкой, острым перцем и чесноком, ну и другими пряностями. Вкуснейшее блюдо, но его мы приготовим вам в следующий раз. А сегодня именно традиционный азербайджанский плов. В чем его особенность? Что в основе своей это, собственно, отдельно специальным образом приготовленный рис. В качестве риса используется длиннозерный рис. Мы используем басмати и вам рекомендуем. Очень хороший рис. А все остальное, блюда из мяса, из курицы, из сухофруктов, это фактически гарнир к рису. Но не пугайтесь количеством ингредиентов, потому что сегодня мы будем готовить сразу 3 вида мясных гарниров, а вы можете готовить что-то одно, то, что вам больше по вкусу. Мы сегодня приготовим говядину с зеленью, так называемый зеленый соус. Мы приготовим баранину с сухофруктами и каштанами. И мы приготовим курицу, куриное филе с помидорами и яйцами. Все эти гарниры готовятся очень просто. Пусть вас не пугает изобилие ингредиентов на нашем столе. Просто сегодня мы хотим дать максимальное количество вариаций на тему гарниров для азербайджанского плова. Окей, начинаем. Поехали! Сначала займемся рисом. Его надо как следует промыть под проточной водой несколько раз, чтобы вода стала почти прозрачной. Промытый рис заливаем кипятком и оставляем на минут 20. Потом вскипятим воду. Мы взяли 2 такие кружки риса, значит нам нужно 4 кружки воды. Когда вода закипит, засыпаем 2 столовые ложки соли. Не бойтесь пересолить. Рис всегда возьмет столько соли, сколько нужно. Высыпаем рис, даем воде снова закипеть и ждем не более 10 минут. Рис не должен развариться. Он должен свариться до полуготовности. Затем откидываем на дуршлаг. После того, как вода стечет, приступаем к самой интересной части. Готовим смесь для приготовления особой корочки, которая называется газмах. Добавляем 1 яйцо, 1 столовую ложку растительного масла, щепотку соли и немного черного перца. Все смешиваем. Теперь дно кастрюли смазываем растительным маслом. Должно хватить 1 столовой ложки. Выкладываем смесь на дно и аккуратно разравниваем ее и уплотняем. Приготовленной смеси должно хватить на то, чтобы слоем примерно в 1 см полностью закрыть дно вашей кастрюли. У нас дно диаметром 20 см. Это примерно 5-6 столовых ложек риса с горкой. Вы ориентируетесь на диаметр вашей кастрюли. Теперь засыпаем сверху оставшийся рис. Закрываем крышкой и ставим на средний огонь на 20 минут. А пока заварим шафран. Небольшую щепотку шафрана заливаем кипятком
и даем настояться. В рис кладем 50 грамм сливочного масла, заливаем нашу шафрановую настойку и оставляем на медленном огне еще минут на 20. А пока готовится рис, можно заняться мясом. Начнем с говядины. Обжарим ее на разогретой сковороде. Сначала без масла. Так у нас мясо запечатывается. Мы пока нарежем лук сразу на все наши блюда. Мы взяли 4 луковицы. Получилось около 700 грамм. Примерно по 230 грамм на каждое наше мясо. Высыпаем примерно треть лука на сковороду. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Дадим луку притушиться. Как только лук станет прозрачным, добавляем воду так, чтобы она покрыла мясо почти полностью. Солим, перчим по вкусу, кому как нравится. Добавляем чайную ложку куркумы. Сок половинки лимона. Перемешиваем. И накрываем крышкой. Пока мясо тушится, нарежем зелень. Зелени должно быть много. У нас 500 грамм шпината, 100 грамм кинзы, 75 грамм укропа, 75 грамм петрушки, и 50 грамм свежей мяты. Когда нарезаете шпинат, никогда не отрезайте стебли. В них самый вкус. Хорошо бы часть шпината заменить на щавель. Он дает необходимую кислинку. У нас его нет, поэтому мы добавляем в наш соус лимонный сок. А вот у мяты надо оставить только листочки. Стебли слишком жесткие. В принципе, можете брать любую зелень, какая есть под рукой, в любой пропорции. Только мяты кладите немного, у нее слишком яркий вкус и запах. На 800 грамм мяса у нас 800 грамм зелени. Добавляем зелень к мясу. Зелени много, поэтому придется делать это в 2 приема. Выложим часть. Перемешаем слегка. Зелень уменьшается в объеме. Потом вторую часть. Опять перемешиваем. И закрываем крышкой. 3-5 минут на медленном огне и все.
Наш первый мясной гарнир готов. Теперь переходим к баранине. Ее у нас тоже 800 грамм. Обжариваем на сухой разогретой сковороде так же, как и первое наше мясо. Надо дать по возможности выпариться всей жидкости. Когда жидкость уже ушла, добавляем лук. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Мясо с луком у нас тушится, а мы подготавливаем сухофрукты. Главный ингредиент – это, конечно же, каштаны. У нас 200 грамм вареных каштанов, 100 грамм изюма, кураги, фиников без косточки и 150 грамм чернослива. Курагу, чернослив и финики нарезаем на половинки, они у нас слишком большие. Солим, перчим по вкусу. Добавляем сухофрукты. Полстаканчика воды. Чайную ложку куркумы. Сок половинки лимона. Перемешиваем и оставляем на небольшом огне примерно еще минут на 7-10. Займемся теперь курицей. Ее у нас тоже 800 грамм. Сначала слегка обжариваем кусочки курицы на разогретой сухой сковороде. Добавляем туда последнюю часть нарезанного лука. И 2 ложки растительного масла. Пока готовится курочка, мы нарезаем 2 небольших томата. И взбиваем 3 яйца. Добавляем томат курицы. Солим. Перчим по вкусу. И заливаем это соком половинки лимонов. Теперь все перемешиваем, заливаем яйцами. Закрываем крышку и даем время, чтобы яйца схватились. Ну что, плов, кажется, уже готов. Рис готов. Наша задача подать его празднично и красиво к столу. Так, а где ударные?
Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, мы делаем фокус-покус. Снимаем крышку. Посмотрите, какой рис получился. Прекрасный, рассыпчатый. Кладем в тарелочку. И ловким движением руки переворачиваем. Смотрим, что получилось. И вот наш рис с румяной корочкой готов. Солнышко на блюде. Ну что ж, это нам удалось. Можно накрывать на стол. Итак, Итак, посмотрите, друзья, что у нас получилось в итоге. Посмотрите, какой красивый, солнечный плов у нас получился. Как тебе? супер. А эти корочки, как они называются? Газмах. Размах. Мы их нарезали на такие красивые треугольнички, чтобы создать праздничный вид нашего прекрасного плова. А вот и наши мясные гарниры. Баранина с каштанами и сухофруктами. Говядина в зеленом соусе. И курица с томатами и яйцами. Кстати, по-азербайджански они называются гора. Ну что, пробуем, да? Да. Вначале каждый возьмет себе румяные корочки. Вот я тебе положу, а ты мне. Если получится. Получится. Так, Ты бери свою любимую говядину, а я Я возьму свою сначала- любимую баранину. рис. Так. И... Так. Так, и мне рисика. Так. Чуть-чуть. Всё. Кстати, я знаю, что ты меня любишь. Рис диетический, это я не поправляю. Да, конечно. Тот самый вкус. Вкус детства. М, Супер. Это невероятно вкусно. Вы знаете, при кажущейся сложности, на самом деле, все это приготовить очень несложно. Дело привычки. Дело даже не в привычке, дело в желании. А я Если себе вам курс что-то клаю. понравилось, никогда не бойтесь что-то пробовать новое, даже если вы это никогда не делали или никогда не ели. Мы вам очень рекомендуем. Плов потрясающий. Рис, прямо рисинка к рисинке, рассыпчатый. А курочка, пробуй. Невероятно вкусно. А еще Курочку положить. плов едят ложками. Давай. Мгм. Не зря мы столько с тобой трудились. Подписывайтесь на наш канал и увидите еще больше интересных традиционных и нетрадиционных блюд. Мы будем для вас стараться, чтобы вам всегда было интересно нас находить. Пока!